Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на моем YouTube-канале. С вами юрист Валерий Табаков. Сегодня 13 июля 2026 года, понедельник. Ну что ж, держитесь крепче. Будем разбирать перлы нашей судейской системы и, в частности, того, что творится в деле об убийстве Ирины Фарион. 9 июля 2026 года Шевченковский районный суд Львова снова порадовал нас, удивил, можно сказать, своим неповторимым стилем правосудия, в кавычках, ну или, если брать аналогию с фамилией одного из адвокатов, то это будет кривосудие, да? Вот, адвокат Криворучка и не правосудие, а кривосудие. Ну, в общем, все как в Украине и было заведено, и сейчас оно и продолжается. В деле Вячеслава Зинченко, которого с таким упорством пытаются выставить главным злодеем, убийцей в убийстве Ирины Фарион, судьи проявили поистине выдающийся творческий талант, который состоит в игнорировании норм украинского законодательства. То есть законодательство само по себе, а действия суда сами по себе. И это не просто, друзья, ошибка, это настоящий перформанс, то есть представление, театр. Представим картину. Обвиняемый Зинченко, как нормальный человек, который думает, что суд тоже нормальный, имел дерзость, да, этот Зинченко, открыто заявить, как он посмел. Но он заявил, что отказывается от государственного адвоката и хочет, чтобы его защищала адвокат по договору Лариса Криворучка. Какой, друзья, это возмутительный акт своеволия, что он себе позволил, этот Зинченко. Просто берет, отказывается от государственного адвоката. Но, друзья, наш высокомудрый суд во главе с Петром Невойтом и с членами коллегии Баевой, Эдером, конечно же, не может допустить какой бы то ни было там законной деятельности в этом плане, в плане защиты. Не может допустить, чтобы какой-то там обвиняемый, ему уже 20 лет, да, сам решал, кто будет его защищать. И вместо уважения к воле человека, они, эти судьи, с гордостью и чувством собственного глубочайшего удовлетворения, уверенности в своей правоте, назначили дополнительного адвоката от системы бесплатной правовой помощи, Диана Кара. Теперь в деле два защитника. Один реальный, выбранный Зинченко, а второй навязанный государством в лице судейской коллегии, вопреки желанию обвиняемого. Мы тебе покажем, да, Кузькину мать. Мы тебе дадим нашего адвоката. Вы же помните, что было? Вначале Сулейма и Вороняк вообще без полномочий. Ну, а теперь наш адвокат, и не думай сопротивляться. Мы его назначили тебе. Браво, господа судьи. Это настоящее новаторство в украинском процессуальном праве. Вам пора уже вручать ордена, медали. Наверное, Зеленский это сделает в ближайшее время.
Процессуальное право, которое уже сейчас, видимо, пишется не в парламенте, не в законодательном органе Украины, а прямо в зале заседаний. То есть у нас уже в Украине прецедентное право. Ну, как в Англии и как в Великобритании, как в США. Чего уж там нам теряться, да? Мы ведь тоже великая держава. Поэтому нам писанное право не к лицу. Мы уже как в Англии и как в США. Прецедент у нас. Нормы закона создаются самим судом по ходу дела. А теперь давайте без лишних иллюзий разберем правовую в кавычках основу этого судебного шедевра. Статья 59 Конституции Украины так скромно и наивно напоминает всем нам, что каждый свободен в выборе защитника своих прав. Ну да, можно почитать это в Конституции. Красивая норма, красивая Конституция, не правда ли? Жаль только, да, и присягу там кое-кто принимает, положив руку на нее. Жаль только, что для некоторых судей эта Конституция, похоже, является необязательной рекомендацией. То есть рекомендацией необязательной, но не фундаментальным конституционным принципом прямого действия. Статья 20 Уголовного процессуального кодекса Украины тоже выглядит очень трогательно. Она требует, чтобы следователь, прокурор и суд обеспечили право на защиту с помощью выбранного защитника. Ну, зачем исполнять такие формальности, когда можно просто назначить своего адвоката и создать видимость законности? Военное положение, друзья. Какие выборы? Статья 48 и 49 КПК, а также Закон Украины о бесплатной правовой помощи номер 3460-6 прямо и недвусмысленно объясняют. Бесплатный государственный адвокат назначается только тогда, когда у человека действительно нет своего защитника. Как только появляется адвокат по договору, полномочия назначенного должны прекращаться. Но наш суд, самый гуманный суд в мире, в кавычках, видимо, живет в параллельной реальности, где эти статьи существуют исключительно для галочки в учебниках. То есть мы на деле видим дублера защитника Диану Кару, которого поставила система. Лариса Криворучко, адвокат Зинченко, в этой ситуации действует достаточно профессионально, нужно сказать, да? Хотя она действует профессионально с китайской Великой Стены, но тем не менее. Четко по закону она уже подала официальное заявление в Центр бесплатной правовой помощи с требованием отменить это сомнительное поручение Диане Каре. Ну, вы представляете себе, да, ситуацию. Суд, значит, назначил Диану Кару защитником, а Лариса Криворучко обращается не к суду, а в Центр бесплатной правовой помощи с требованием отменить сомнительное решение суда. Молодец, Лариса Криворучко, хвалю. Она, Лариса Криворучко, прямо указывает, что суд не имеет никакого права навязывать обвиняемому государственного адвоката вопреки его ясной воле при наличии надлежащим образом уполномоченного защитника по договору. Ну да, правильно, нужно в Центр бесплатной правовой помощи обращаться с заявлением о том, что суд нарушил закон. Круто. И тогда Центр бесплатной правовой помощи обяжет суд исполнить этот закон. Так нужно понимать ваши действия, Лариса.
Сергеевна Криворучко, доктор юридических наук. Да, итак, звучит это абсолютно логично, соответствует духу и букве закона. Я иронизирую, да, над поступком Ларисы Криворучко. Но для Шевченковского суда, ну, если какой-то комар в виде центра бесплатной правовой помощи его укусит за филейное место, то, похоже, это слишком сложная ситуация, сложная концепция. Может, они там попадут на обследование, да, что же это такое происходит, да. То есть Лариса Криворучко обращается в Центр бесплатной правовой помощи, который, значит, должен отменить адвоката, которого назначил суд. На фоне всего этого процессуального цирка особенно ярко трагично просматривается главная роль Вячеслава Зинченко. Друзья, он в этом деле выглядит как классический козел отпущения, как удобная фигура, которую назначили нести всю ответственность за преступление, которого, судя по всему, он не совершал. По сути, Зинченко сделали дублером настоящего убийцы, чтобы красиво закрыть дело, отчитаться перед обществом и отвести внимание от подлинных исполнителей преступления и, возможно, от заказчиков этой трагедии. Друзья, это уже далеко не первый такой перл в данном процессе. Суд с завидным упорством, еще раз не побоюсь назвать фамилии этих новаторов судейского дела фронта внутреннего: Петр Невойт, Александра Баева, Эдер. Но они с творческим подходом продолжают игнорировать самые базовые процессуальные права обвиняемого. Им плевать на эти права. Такое вот творческое решение они принимают для того, чтобы не просто подорвать доверие граждан к судейской системе. Они это делают для того, чтобы превратить весь процесс в откровенный театр абсурда, где закон играет роль декорации, а на сцене творится комедия. Если и дальше все будет развиваться в том же духе, то я, друзья, могу предложить смелое и логичное продолжение для полной, так сказать, справедливости и гармонии. Но если мы создали незаконного дублера в качестве адвоката обвиняемого, то тогда нужно создать дублирующий состав судейской коллегии. Что-то их там маловато, да? Нужно второй состав, чтобы они были вместе в одном судебном процессе, да? То есть поставить там стол, кресло, что там еще им у них. Дублирующий состав также стороны обвинения. Ну, кроме там Данылев и Петлеванова, тоже еще одну прокуратуру туда всунуть в процесс. Дублирующего секретаря судебного заседания. То есть два состава, значит, два секретаря, по секретарю на каждый состав. Дублеры. А также дублирующего зрителя на галерке. Ну, вот, помним, группа поддержки Зинченко, она тоже состоит из двух частей. Так, чтобы уже никто не чувствовал себя обделенным этим грандиозным спектаклем под названием «Украинское правосудие». Мало того, можно пойти и дальше. То есть есть у нас Верховная Рада, нужно две Верховных Рады. Есть у нас президент, нужно два президента, чтобы мало не было, да? Если там есть Украина, ладно, давайте пока на этом деле
остановимся. Я полностью, конечно, поддерживаю правовую позицию адвоката Ларисы Криворучко. Ее действие – это настоящая профессиональная защита конституционных прав человека и недешевая имитация, которой мы, к сожалению, часто становимся свидетелями. Но обжаловать действия суда в Центр бесплатной правовой помощи – это, конечно, новшество, Лариса Сергеевна. Дорогие друзья, я призываю вас не молчать. Ну, вы можете смеяться громко и следить за развитием этого фарса под названием «Судебный процесс в деле об убийстве Ирины Фарион». Будем это делать вместе. Подписывайтесь на мой канал, активно ставьте лайки, делитесь обязательно этим видео со своими друзьями, комментируйте. Больше 9 слов в одном комментарии. Ну, так надо по нормам YouTube. Чем громче и шире мы будем говорить о таких судебных шедеврах, тем сложнее будет их ставить на сцене. То есть, кто только режиссер всего этого перформанса, который, я так понимаю, остается безнаказанным и чувствует полное собственное превосходство. Пишите свое мнение в комментариях. Как вам этот очередной творческий подход суда к позиции обвинения? Считаете ли вы такое поведение допустимым в современном европейском государстве? Я обязательно почитаю ваши комментарии, разберу ваши вопросы, а также новые серии этой судебной трагикомедии в следующих видео. С вами был юрист Валерий Табаков. Да пребудет с нами закон. До новых встреч, друзья!